Всем привет, с вами Андрей, и мы продолжаем игру The Police. Смотри, все плохо. Будем выкручиваться. На карты давайте. Итак, Аарон Хьюбер интересуется современным искусством. Давайте туда отправим, может, он туда. Там. Угроза взрыва. Какой-то псих в костюме клоуна оставил школьный автобус, вытащил водителя и бросил в салон гранату. Она не взорвалась, но дети боятся пошевельнуться. Ужас. Остановил, да. Я неправильно прочитал, простите. Шестеро пьяниц не поделили выпивку и пустили в ход кулаки. Вскоре один из участников драки выхватил бутылку спиртного, разбил ее в тротуар и стал бить осколком свою бывших собутыльников. Полицию вызвала пенсионерка Джорджина Миллер, которая живет на первом этаже. Меня уже достали эти пьяные обезьяны, они постоянно ревут, а по телефону вот-вот будут показывать мой любимый сериал. Эх! О, поймали. Спасибо, Кейс, что пришел. Ой, 6000. Дети плачут, но смирно сидят в автобусе. Снаружи стоит мужчина в костюме клоуна и хихикает. Так, парень с девушкой прохожие на хиппи утащили из клетки редкую желтую обезьяну и где-то спрятались. Из зоопарка они не выходили. Молодцы. Подозрительный индивидуум. Работник магазина заметил женщину, которая очень похожа на мошенницу Ли Куан Ю, чей портрет много раз показывали по телеку.
4 отправлю. Справьтесь. Справились. Молодцы какие. Мошенничество. Мужчина в костюме клоуна вошел в банк и предъявил в кассу чек на 250 миллиардов долларов и потребовал обналичить его. Он угрожает банку серьезными проблемами, если ему немедленно не выдадут всю сумму наличными. Так, 2 часа. В торговом зале пусто. Женщина в темных очках выбирает апельсины. Женщина бросает в копах апельсин, переворачивает несколько ящиков и бежит к черному ходу. Беги. Поймали. Вооруженное ограбление. Ой, доехать не успеют. Пять вооруженных грабителей ворвались в банк и потребовали открыть хранилище с ячейками. Одному из клиентов выстрелили в ногу, после чего менеджер согласился выполнить требования. Воспользовавшись суматохой, охранники 5 посетителей смогли сбежать и вызвать полицию. Внутри остались более 10 заложников. Ложная тревога. Короче, 2 как минимум оставить на подкреп. Фу. Ну вы тащеры. Нападение. Небоскреб Атикус Тауэр. В офисе страховой компании скандал. Женщина утверждает, что контора надула ее с выплатами по страховке. После гибели мужа в автокатастрофе женщина долго трясла кулаками в адрес своего агента, а потом схватила его за галстук и ударила головой об стол. Жестко. Теракт. Центральный вокзал Фрибурга. Бетти Санчес позвонила в полицию и сообщила, что случайно обнаружила шокирующие записи своего мужа Виктора, из которых следует, что он
явится сегодня на вокзал, разобьет там большую емкость с ртутью, после чего, как наш сын погиб на службе в армии, Виктор был не свой, сам не свой. Я не узнаю этого человека и боюсь. Я очень боюсь его, сообщила женщина. Но мы пока успеваем, пусть приедут вот эти ребята и отправим тогда донаты. Флорида Келлен, Даниэль Симпсон. И вот два этих чувачка. 103-й день нападения. Поймали. Они сейчас доедут, успеют. Подозрительный индивидуум. Арон Гитц заметил на кладбище жуткого мужчину, который в сильный ливень продолжал самоотверженно копать в земле могилу. Он точно кого-то туда вот-вот упрячет, срочно выезжайте. Возможно, это какой-то серийный убийца. Не похоже. А вот это похоже. Они успеют. Зараза. Трое рабочих завода пили пиво на лавочке и стали приступать к группе молодых спортсменов, которые занимались на турниках. Мужчины стали обзывать спортсменов педиками, смеялись над ними, а затем швырнули в одного пустой банкой. Спортсмены сначала не обращали внимания на хулиганов, но терпение лопнуло. Один из них схватил предмет, похожий на арматуру, и одним ударом разбил рабочему завода голову. И еще 7 спортсменов подключились и вместе начали избивать оставшихся мужчин. Форс. Давайте. Сейчас вам еще подмога приедет. Новых кадров. Фу, так я и знал, что ложная тревога. Давайте, на площадке развернулся настоящий бой. На помощь к рабочим прибежали их друзья с завода. Участвуют несколько десятков человек. Выстрелили в воздух. Драка прекратилась. К полиции подошли 2 спортсмена. Слушайте, валите отсюда, и мы без вас разберемся. Мужчина выглядит угрожающе, держит в руках кирпичи и арматуру.
День 104. О, шикарно. Шикарно, просто зашибись. До Брита не пришел на работу. Я слишком устал. Да, но приходи завтра. Хорошо поработал. Нет. Кейсу надо отдохнуть. Он у нас хорошо работает. О, мы епископа скоро арестуем. Надо просить. Так, родился с частичным нарушением слуха, которое из-за слишком агрессивного и интенсивного лечения переросло в повышенную слуховую чувствительность. Из-за трудного детства и тяжелых условий жизни страдал от приступов тревоги, на фоне которых возникли серьезные физиологические проблемы с переносимостью тепла. Также дополнительная информация. Родом из Пертольдорфа, Австралия, откуда уехал в 8-летнем возрасте вместе с матерью, чтобы скрыться от отца, который на протяжении 3 лет неоднократно насиловал. Последующие 6 лет прожил в ужасных условиях на крыше ветхого дома, откуда его несколько раз избивали в больницу из-за крайне серьезных осложнений. После теплых ударов к его 15 годам мать встала на ноги и стала хорошо зарабатывать. И они переехали в небольшой дом, тем не менее в школьные характеристики говорится, что Алан Кубер все равно остался замкнутым ребенком изгоем, которого ровесники обходили стороной, особенно девочки. Секунду. 18 лет записался добровольцем в армию, где увлекся религией. После службы поступил в католическую семинарию, а затем решил полностью посвятить себя церкви. В 28 стал священником, но вскоре едва ли лишился сына из-за организованной им демонстрации наркотики и путь к сатане. Да.
а наркотики будут сатане, которая закончилась потасовкой с массовыми задержаниями. Давайте продолжим. Не знаю. Боже упаси. Он все видит и знает, что я говорю правду. Я свободен, нет. Ого. Ого. И что? Ура! Лол, а я не знал, что такое есть. Нет, мы не будем его арестовывать. Джозеф. Браунинг будет расследовать это дело. А я не знал, что можно пытки устраивать.
Прикольно. Проституция, пригород. Поступило анонимное сообщение о роскошном особняке на краю города. Работает элитный бордель. По словам источника, девочки там высший класс. Да и бухло отличное, но цены просто космические. Надо их немного опустить. Да вообще закрыть это дело. Вы согласны? Поехали. Теперь можно и включить эту композицию какую-нибудь. Массовые беспорядки, а тут вымогательство. На вымогательство у нас поедут вот эти вот ребята. Ай, блин, я не прочитал. Сюда поедут вот эти вот. Нападение кто-то. Так, молодой тощий парень ворвался в аптеку, достал из рюкзака пустые банки из-под спортивного питания и стал швырять ими фармацевта. Вы торгуете бесполезным дерьмом, кричит парень. Выход перекрыли здоровые байкеры, перед которыми собралась приличная толпа. Кто-то из толпы начинает истошно вопить и набрасывается на байкеров с ножом. Так, из тюрьмы выходит Хавьер Форте, который провел 15 лет в камере смертников за убийство своей девушки. Появились новые улики и Форте полностью оправдали. Некоторые жители Фрибурга не согласны
с такими вердиктом, и потому собрались под стенами тюрьмы, устроив для Хавьера теплый прием. Охрана тюрьмы с трудом сдерживает разъяренную толпу. Ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Но я не успею, ну никак. Домогательство. Ну хоть не убил никого. Попытка ограбления. В дом Шарлотты Кислер в разговор вечеринки ворвалась вооруженные люди, которые потребовали всем сидеть, сдать украшения и указать расположение сейфа в доме. Охрана открыла огонь по подозреваемым. Те отпустили к гаражу. Так, преступники пойманы, офицеры невредимы. Хорошо. Давайте, придите кто-нибудь. Попытка ограбления пригорода. Возле гаража стоят 3 охранника с пистолетами и готовятся к штурму. Внутри спрятались 4 вооруженных грабителя, которые захватили с собой пожилую женщину. Грабители требуют отпустить их вместе с заложником. Опасно было. Очень опасно было. Покушение на убийство. Миссис Казорла увидела, как молодую девушку в панике душит полуголый мужчина. Эх. Жестокие обращения с детьми, жилой квартал. Миссис Маггот увидела в глазок, как соседка избивает свою дочь прямо на пороге и орет: «Дрянь, я тебе эти наушники в задницу сейчас запихну. Ты зачем закрываешь дверь на цепочку каждый день одно и то же? Не могу попасть домой по-человечески». Давай поучись. Сигура. Асугира. Я мастер путать имена, так что простите.
Так, массовая драка, футбольный стадион Монич. Во время матча кто-то из гостевого сектора выбросил на поле жареную спинную голову. Местные фанаты решили наказать гостей за такое поведение. Началась драка, судья был вынужден остановить матч. Стрельба, ночной клуб Kingston. Кто-то из толпы выстрелил в диджея за то, что он отказался сыграть заказанный трек. В клубе началась давка, стрельба продолжается. Мало кадров, а тут что там было написано? Завидев полицейских, многие из фанатов убежали, на трибуне осталось несколько десятков человек, которые бьются друг с другом насмерть. Окружи. Легко. Завтра.
чекпоинт. Все хорошо. Давайте еще один день и все. Нет. Нет. Давайте сразу на карту. Вооруженное ограбление. Банк ворвались. Группа людей в масках, вооруженных автоматическим оружием, стали стрелять в воздух и требовать, чтобы менеджер открыл им хранилище, а все остальные молча легли на пол и не двигались. Один из охранников выхватил табельное оружие, но не успел им воспользоваться. Один из грабителей выстрелил ему очередью в живот. Жалко его. Но почему я не бесит эта игра? Не то место. Слушайте, я хотел познакомиться с симпатичной девушкой и подкатил к ней самым крутым комплиментом в мире, но в ответ эта сумасшедшая тварь избила меня. Эта дура покалечила меня и испортила мое идеальное лицо. В слезах промычал в трубку Хасасак. Forbes, Симпсон. Давайте. Массовая драка. Около 2 десятков ученых, недавно потерявших работы, устроили шествие в центре города. Участники мирно шагали по обочине дорог, где на им навстречу вышли религиозные фанатики и стали забрасывать их камнями.
срывать одежду и публично унижать. Развязалась массовая драка, в которой есть уже пострадавшие. Че, интер не работает? Было бы прикольно играть на клавиатуре. А не, интер работает. Странно, я сейчас клавиатурой. Злоупотребление службы спасения. В очередной раз пенсионерка Янху обратилась в полицию с жалобой на ресторан, в котором ей неправильно готовят еду. Не докладывайте и поры в порции и путают ингредиенты. Ей уже с десяток раз объясняли, что это не дело полиции, но она продолжает звонить и препятствовать работе отделения. Давай отправить ей этих и все. Посещение пригород. Молодой прохожий заметил, как подозрительный чернокожий мужчина усаживает в фургон маленькую белую девочку. Боюсь представить, что этот монстр задумал. Скорее приезжайте. Ну блин, может это родственник.
Сейчас эти вернутся. А в указанном коридоре дерутся мужчина и женщина. В ход идут даже стулья. Так, массовые беспорядки. Премьера французского фильма «Правила игры» настолько возмутила зрителей, что они разломали стулья в зале и теперь хотят поджечь кинотеатр. Ума не приложу, почему этот фильм так разозлил. Не удумевает директор кинотеатра, который заперся в своем кабинете. Братья, вы должны приехать. Да, они приезжают. Молодцы. Взрыв в многоквартирный дом. В многоквартирном доме началось задымление. Жильцы стали выбегать на улицу. Некоторые утверждают, что в квартире, где они слышали какой-то хлопок, жили подозрительные жильцы. Давайте. Три новых кадра. Так, тут мало. Нифига я не ожидал, что так быстро. Квартира вся в дыму, стены в саже. В центре комнаты стоит мужчина в грязном белом халате
Вокруг разбросаны детали какого-то сложного устройства. Увидев полицию, мужчина начинает сбивчиво говорить, что почти закончил работать над эликсиром молодости, и ему нужно еще много времени. Эликсир молодости. Завершаем день. Mr. Boyd, Kevin Paulson is here. He wants to talk. Kevin Paulson. Tell him to fuck off. Jack Boyd, Super Cop. Why the $500,000, Jack? Why? Lana, what happened? Does this sum have some kind of special meaning? Lana, I don't know who told you about the $500,000, but it's much more complicated than you think. Oh, it's complicated, all right. It took me an hour to go over all the documents. There's even a few pictures and a lot of answers. Except for one thing. Why $500,000? What documents? How did you get them? What's in them? I think you know very well what's in them, and the one who sent them is obviously a big fan of your criminal talents. He even has a cute name for you, Cupcake. Remember when you told me how you're always surrounded by old men? I'm the opposite. I'm surrounded by children, 9-year-old boys. From their first day of work, they gather in the smoking lounge, telling jokes about what they'll do when they loot their first $1,000,000. But it's more than just innocent jokes. It's quickly becoming a reality. They themselves are surprised how quickly everything happens. They buy their own houses, they buy a car, they get promoted. The first $1,000,000 is soon followed by a second, a third, a fifth. Like children, they have no idea what they're getting into. But I'm not like that, Lana. I'm not like them. You're saying you're not like them because you're only stealing $500,000? I only meant You that... know, Jack, I'm done worrying about people not taking me seriously. They'll know I mean business when my first act as public prosecutor is throwing the city's former police chief in prison. Lana, you can't just read over some papers like this and... I told you not to let him in! I'm sorry, Mr. Boyd. I tried to stop him, but you... Lana, we need to talk. Jack, you're so amazingly patient with people. After all the confusion over the past months, all the humiliations, it's really quite admirable. I wouldn't want to be in your shoes. I gotta admit, I'm not nearly so patient. Send someone in here, now! I've been thinking, Jack. When I take your place, I'll have a lot of opportunities. For example, I could arrest you. You know it wouldn't be hard to find a reason. You obviously don't want that, right? I don't want that either. Given your reputation, arresting you would make me very unpopular. And if we both don't want that, let's find a way out. My suggestion is you retire tomorrow. And I promise I'll let you leave in peace. I swear, Jack, if you... Mr. Boyd, there's a call on line 2. Mr. Boyd, you really have to take this call. Boyd! Jack, it's me. Laura, Jack, I don't know what you wanted to say to me, but please, just say it.
Jack, I'm hanging up the phone. Laura, you... Oh, my God. Laura. Hey, you remember years ago? So many years I've lost track, but do you remember when Dylan was down with the chicken pox and he couldn't sleep? We kept him occupied until he passed out, and then we went downstairs, sat on the floor, opened a bottle of wine. Who could blame us? Well, we sat on the floor and opened our bills and joked about how poor we were. Remember? And then I jokingly asked if I'd be your hero if I made $1 million. And you sat there lost in thought like you needed to seriously think about the answer. You were quiet for a while, and then you laughed and said that I'd be your hero even if I only made $500,000. Do you remember, Laura? Jack, Do you remember? Honestly, Jack, no, I don't remember. You don't remember? But that was... Jack, you've been chasing me down for so long to talk with me. For this? That's all you wanted to tell me? How can you not remember? It's important, Laura. It's important. Goodbye, Jack. Mr. Boyd, are you all right? Mr. Boyd? Gigabyte. Допустим. Я знаю эту игру. Блин. Ладно. Ай, блин, туда хотел. Да все, мы продули. Yes, you caught me again. And again, I promise this is the last time. And now you say again that I've said it all before, but I'm... Jack Boyd is awake. Jack Boyd?
He opened his eyes? He can talk? Talking? Yes. More like yelling, trying to escape from his room, brawling with the nurses. Good heavens. He's a tough son of a bitch. Jack! Lord, were you already discharged from the hospital? I thought you might be down a couple of days or even... Emma, get me the mayor. Emma, please call the mayor of Freeburg, Stuart Rogers. $3114. Connect. It's urgent. This is Jack Boyd. Jack, you've got to take better care of yourself. How's your... I'm Freeburg's police chief. I came to work. Stop trying to get in my way. Someone causing you trouble? We just wanted to make sure somebody was holding down the fort while you were recovering. But don't worry about a thing. I'll take care of everything tomorrow morning. You won't be running into Paulson again. That's exactly what I wanted to hear. I'm glad we understand each other. Tell Martin Stett to call me. What? You don't know? Lieutenant Stett went missing about 2 weeks ago. Ну ладно, с этим мы будем разбираться в следующей серии. Штат пропал. Всем удачи и всем пока.